Профсоюзное движение сегодня уже не просто мечта. Рабочие объединяются, чтобы защищать свои права. Они останавливают заводы и выходят на улицы, чтобы показать свою силу. И силу эту уже нельзя игнорировать. Когда-то, умирая от дизентерии в бараке литейного завода и видя, как умирают мои товарищи, я возроптал. Господи, Господи, сказал я, если ты существуешь, почему ты допускаешь все это? Почему одним дано все, а другие умирают вот так? Потом я подумал, Бог дал нам все. И мы сами допустили существующее положение вещей. В ту ночь я увидел его свет. Он согрел мое выжженное ненавистью сердце. И я поклялся, что больше не буду молчать. Мы все не смеем больше молчать, потому что мы люди, и мы равны. Все просто в восторге. Это было прекрасное выступление, Виктор Леонидович. Спасибо, Зоя. Скоро этот город будет наш. Зоя, закажите шампанское в номер. И, пожалуйста, попросите, чтобы меня сегодня не беспокоили. Браво! 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 Спасибо. Пожалуйста, шампанское в номер гражданина Брагута. Да. Я его слева нокаутировал, а если бы рефери не отдышаться я бы ему не дал бы, я бы его уже в первом бы раунде уложил. Потом он в третьем раунде как будто с цепи сорвался. Говорят, я больше получаса пролежал на полу. Сегодня снова деретесь? Конечно, я же ему просто так победу не отдам. 6 рублей. У вас есть жена? Нет, я с сестрой живу.
Я заплачу ей 6 рублей, если ваше тело после сегодняшнего боя доставят мне, а не в морг. Видите? Черт. Кто этот тип? Сегодня должны были повесить одного разбойника. Я 2 недели обхаживал начальника исполнительной комиссии, чтобы получить его тело. Они взяли да заменили виселицу каторгой. А у меня ведь были планы на вечер, Фогель. В таком случае могу предложить занятие для вашего ума. У меня украли велосипед прямо у церкви. Какая наглость. Где же было всевидящее око? Его заботят души, а не велосипеды. Так вы поможете мне? Нет, конечно. К вам пришли. Я сегодня больше не принимаю. Мой запас человеколюбия исчерпан. Так и передам. Ей? Это та наглая журналистка из газеты. Хельда, пригласите ее. Да? Прошу прощения за ранний визит, Аркадий Гаврилович, но мне нужна ваша помощь. Медицинская. Не стесняйтесь, мы оба врачи. Сегодня в отеле убили одного человека. Полиция задержала посыльного, якобы тот пытался поживиться, не зная, что постоялец находится в ванной комнате, и, случайно столкнувшись с ним, убил его ножом для разрезания бумаги. И что же? Я знаю этого посыльного. Он хороший молодой человек и не мог бы так поступить. Я пыталась добиться с ним встречи, но, увы, мне отказали. А чем я вам могу помочь? Встретьтесь с ним. Я уверена, что вам не откажут. Вероятно. И, скорее всего, да. Но зачем мне это нужно? Затем, что вы точно захотите узнать, кто это за посыльный, ради которого я к вам пришла. Сувать нос в мои дела. Разве не это ваш девиз? Разумно. На мой вкус пережарено. Ваша супруга сказала, что вы не явились отобедать. Я подумал, обед вы не пропустите. Значит, изменяете со стейком где-то на стороне. В прошлую среду я имел неосторожность похвалить ее баранью рагу. Так она теперь решила, что умеет готовить. Уволила кухарку. Так в чем, собственно? Убийство в отеле. Ваши люди задержали посыльного. Мы нашли украшения и личные вещи жертвы. Я могу с ним встретиться? С посыльным? Зачем? По пятницам я спасаю заблудшие души. Ну, вам бы все шутки шутить, Аркадий Гаврилович. Но у меня вот это убийство скоро не сварение будет. А вы знаете, кто жертва? Кто же? Виктор Барагуда. Из профсоюзных подвижников. Слыхали о таком? Не имел счастья. Все эти рабочие проповедники так и хотят сместить все старое. Мы для них мусор. Но убили его в моем городе. И теперь эти паршивые газетчики сорочат свои статейки, обвиняя полицию во всех смертных грехах. А вы уверены, что это не политическое убийство? Мальчишка посыльный и раньше подозревался в карманной краже, только его за руку никто не ловил. А здесь все по личному. Ну, верное дело. Ну, тем более. Значит, я не помешаю, если проведу с ним небольшую беседу. Когда это вас останавливали мои запреты, Аркадий Гаврилович? Тебе гость. Я взял только деньги, я клянусь. И все? А как же зажим для галстука и часы? Я не хотел. А, так это было чудо. Они сами к тебе в карман прыгнули. В таком случае стоит сообщить об этом в Священный Синод. Я вчера видел настоящее чудо. Я был там и слышал, как он говорил. Его лик, он светился. Я был готов пойти за ним на край света. А когда в его руках вспыхнул огонь... Огонь. Он был похож на небесный цветок. Ты был пьян. Нет, нет. Его же все видели.
Это был знак, отметка Бога. Да если бы я знал, что это его вещи, да я бы никогда к ним не прикоснулся. То есть ты взял не из номера? Нет, из пиджака. Он висел на одном из стульев в зале. Я в номер не поднимался. А откуда ты знаешь Марию Векслер? Кого? Ну как, вы видели с ним? Да. И что он рассказал? Вы меня обманули. Вас интересует не посыльный. Полиция хочет представить происшедшее как случайное убийство, но это не так. Все заводчики, фабриканты, все мечтали избавиться от Брагута. Знаете почему? Потому что он мечтал защитить интересы простых рабочих людей. Дай им Боже хлеб насущный, а еще 10-часовой рабочий день и избирательные права с 18 лет. Вы считаете, что рабочие этого недостойны? Завтра они захотят жить в наших домах. И в конце концов повесить невиновного. Это дело полиции. Я доктор, и для меня здесь нет работы. Хорошо, я вам заплачу. Сколько вы хотите? Почему для вас это так важно? Потому что он был особенный. Он мог зажечь так, что за ним шли толпы, тысячи народу. И потому что он не призывал ненавидеть. Он говорил о любви. И если бы вы вчера были там, вы бы... Вы тоже видели огонь в его руках? Да. Ладно. Вы придумали? Ну, полиция ведь повесит невиновного, прошу. Виктор Леонидович много ездили, и только 2 недели как вернулись в столицу. Вы давно с ним работаете? 4 месяца. Зоя, кто, по-вашему, мог желать ему смерти? Многие, я думаю. Поминовение будет в холле. Это доктор, он со мной. Соболезную. Господин Брагут отменил выступление на следующей неделе. Не знаете, почему? По приезде в Петербург у него открылась астма. Приступы стали появляться все чаще и чаще. И я предложила ему поехать к морю. Соленый воздух мог бы помочь. Внезапные приступы удушья вам не кажется подозрительно? Хотели отравить, но не дождались и решили вонзить нож. Маловероятно. А что насчет огня? Вы тоже его видели? О, Боже, их уже 3. Если вы мне назовете, в чем трюк, я вам скажу имя убийцы. Виктор Леонидович не использовал трюков. Ему это было не нужно. Простите, там пришли те, кто хочет почтить его память. Ну и кто мог быть убийцей? Дайте подумать. Посыльный. Немного театрального, мне кажется. Я докажу, что он мошенник. Хорошо, должен признаться, мы его прослушивали. А что еще прикажете делать? Такие, как Брагута, мутят воду. Мы должны знать, что у них на уме, чтобы успеть что-то предпринять. А вы уверены, что полиция не имеет отношения к его смерти? Абсолютно. Сегодня за Брагутой тоже велось наблюдение? Конечно. У нас человек пропал, мы его ищем. Аркадий Гаврилович, дорожайший, дело закрыто. Преступник в полиции. Может быть, Брагута заметил слежку? А мальчишка посыльный просто украл кошелек, как он и говорит. Убийца посыльный. Почему вы так уверены? Да потому что, если это полицейский, у нас серьезные проблемы. Между нами. Послезавтра годовщина небезызвестных вам событий. То есть злополучной демонстрации. Но тогда у полицейских не выдержали нервы, и началась стрельба. Многие хотят разыграть эту карту заново. Сейчас убийство одного из левацких идеологов никому не нужно. Полиции уж точно. Ну, разве что этим, которые хотят на улицу побольше народу вывести. Может быть, кто-то заплатил вашему человеку за убийство. Ладно. Могу я хотя бы взглянуть на тело этого святоши? Зачем? Затем, чтобы успеть забить осиновый кол, пока он не воскрес.
Рана между 4-м и 5-м ребром. Да, мне начинает это надоедать. Аркадий Гаврилович, ну что вы там все ищете? Ну как что? Стигматы. Я ищу ожог. У него на выступлении в руках загорелся огонь. Раз был огонь, должен быть и след. Но следа нет. Зато есть небольшая сыпь, а также покраснение глазного яблока. Вряд ли его отравили. Больше похоже на аллергическую реакцию. Будьте любезны. А? Так, это что такое? Ну, это знаменитый шрам Брагода. Он демонстрировал их на каждом выступлении. Якобы его оставили жандармы, которые его пытали. Та-та-та-та-та. Вы что делаете? Да, это шрам. Но и не только. Постойте. Так это ж куриная лапка. Наши интересы шире. Мы заявляем о необходимости экономических реформ. И если власть не хочет нас услышать, то экономические требования станут политическими. Мы – реальная сила. Будущее принадлежит нам. Он записывал это для потомков. Что вы здесь делаете? Ищу доказательства того, что ваш Брагута – обыкновенный мошенник. Или неужели вы действительно поверили в огонь в его руках? А я думала, вам все равно. До 35 лет Брагута был никчемным типом. Работал на железной дороге. Женитьба, пьянство, долги. А вдовев, он уехал в Петербург. И внезапно он изменился. Завязал с алкоголем, начал носить белую рубашку, заговорил о спасении рабочего класса. Люди меняются, профессор? Вы когда-нибудь видели его шрамы? Да. Прошу вас. И могли бы вы мне дать бумагу? Благодарю. Я, конечно, не буду спрашивать, какие были обстоятельства, что господин Брагут оказался перед вами без рубашки. Но скажу лишь одно. За его шрамами я обнаружил татуировку. Так на каторге метят предателей. Брагута не был на каторге. В этом и казус. Однако 6 лет назад с каторжных работ сбежал некто Остапов, сдавший своих хлебников, которые устроили бунт. 2 из них повесили, 1 умер в карцере. Предателя нашли и клеймили. Рано или поздно его так бы убили за предательство. Но Остапов не дурак, сбежал. И к чему эта история? Следите за руками. 6 лет назад, а именно в марте, Остапов едет в Петербург. В это время Брагута, вдовец и пьяница, отправляется туда же. Я думаю, через пару бутылок беленькой истинный Брагута оказывается где-нибудь в сточной канаве с ножом в груди. А Нил является новой, с чистой, хотя и немного попорченной пьянством биографии. Я все это узнал в архивах полиции. Отличная история. У господина полицмейстера хорошо развито воображение. Вы просили правду, я вам ее рассказал, осталось дело за малым. Скоро приедет смотритель исправительного отделения, в котором наказание отбывал Остапов. Уверен, что он опознает тело беглеца. За что его сослали, этого каторжника? Мошенничество. Он был недоученный адвокат и своим красноречием обводил клиентов на большие суммы. Даже если так, его дела говорят о том, что он изменился. Или остался тщеславным ублюдком, которому было тесно в рамках адвокатской конторы, поэтому он решил обхитрить весь мир. Вы разбили в сердце. Надеюсь, только ее. Хельда, а если бы я был преступником, вы бы меня любили? Любила? Мне не нравятся эти вопросы. Мне кто-нибудь поможет с объявлениями? Бросьте, Фогель. Ваш велосипед уже давно в лавке ростовщика. Вода! Не получилось.
Господин смотритель, господа! Господа журналисты, не спешите. Господин советник, прошу. Господа, прежде всего хочу отметить ведущую роль в установлении истины вашего скромного слуги. Сейчас смотритель 7-го арестантского исправительного отделения произведет опознание этого человека, этого тела. Прошу вас. Герасим. Где же тело? Где тело, милейший? Что за чертовщина? Клянусь, оно было здесь. Провокация? Что ж происходит? А вы можете объяснить? Политический заказ. Аркадий Григорьевич, Врагода пропал. А я ведь предлагал вам вбить в него осиновый кол. А я уже сообщил министру про татуировку. Сегодня он собирался выступить с заявлением перед газетчиками. Он рассчитывал разоблачение одного из профсоюзных деятелей поубавило бы пыл у леваков. Но, как говорится, нет тела, нет доказательств. Вряд ли похищение обошлось без подкупа полицейских. Вы совершенно правы. Однако откуда тогда преступники узнали о том, что обнаружили татуировку? А потом знали только мы с вами, Аркадий Гаврилович. Вы же никому не рассказали. Конечно, нет. Но не все потеряно. Вы еще можете найти убийцу. Убийцу кого? У нас нет тела. И куда же вы? В отделение. Разгромлю все к чертям. Но предателя найду. Профессор, вы рассказали про татуировку Марии? Не помню. Это дело может стоить господину полицмейстеру мундира. А что поделать? Я самоуверенный и тщеславный кретин. Это понятно. А что-нибудь новенькое? А то, что, например, из полицейского отделения пропало тело Брагуты. Вы рассказали о татуировках своему покровителю. Платову? Зачем? Ну, хотя бы за тем, чтобы тайна осталась тайным, и кумир не рассыпался в песок. Брагута – самозванец. Я не буду его защищать. Я ездила на литейный завод собирать материалы для статьи. Он никогда там не работал. И все, что он говорил о себе, это ложь. Все, что он говорил. Дамочка, сколько у вас этот табак? А чего вам нужно? Вы что себе позволяете, а? Барин, барин! Держи его! Мужская морда! Что делаете? Вот так! Держи, держи, только мне! Беги его! Собирай его, дамочка! Мария! Мария! Вы в порядке? Зачем вы туда сунулись? Не стоило их преследовать. Этот негодяй вас толкнул? Закройте глаза. Бесстрашный рыцарь. Сейчас будет сжечь. Господи, все лишь царапина. Что это было? Что? Вы меня поцеловали. Ну да? Это был дружеский поцелуй. Потерпите еще немного, вроде того. А он был похож на дружеский? Нет. Забастовки на фабрике Шмидта! Уличные стачки рабочих! Читайте! Читайте! Брагута исчез! Позор полиции!
Доброе утро. Мы вас ждали всю ночь. В городе волнение. Где-то рядом били стекла. Мы видели зарево. И это пожары. Что с вашим лицом? Кажется, это был кастет. Раны поверхностные. Где вы были все это время? Я был там, где птицы щебечут, а сладкоголосые крылатые существа поют свои песенки. У него галлюцинации. Нет, Фогель, я все слышу. Есть новости от полицмейстера? Да, звонили с полицейского участка. Шпик задержан. Который за Брагутой следил в гостинице. А что же мне сразу-то не сказали, а? Под суд пойдешь, Иуда. Григорий Андреевич, клянусь Богом, Христом нашим искуплю, кровью искуплю. Зачем ушел с дежурства? Так это жажда. Бес попутал. Ну, простите. Ну, простите, Христом Богом прошу. Деньгами тебя тоже бес одарил? Дьявол. Рассказывай. Виктор Леонидович Далис. Сказали, что выпил за его здоровье. Выпил? Так что Брагута знал, что ты за ним следишь? И часто он тебе давал? Ну, когда ждали кого, и не хотели, чтобы об этом запись была. И что? И в день убийства тоже дал? Дальше. Ну это, я ведь, я и взял, я и ушел. А потом, когда вернулся, там уже полицейские в отеле были. Ну, я и думаю, надо помянуть. Все-таки вражина, все-таки божья тварь. Мне, если можно, глоточек водить. Шальма. Я тебя сейчас прибью. Мне еще и медаль дадут. Погодите убивать, Григорий Андреевич. Записи ты не вел. Но хоть одним глазком глянул, кого Брагута принимал, признайся. Я человек порядочный, прочесть знаю. Но пару раз видел, как из номера батюшка выходил. Какой еще батюшка? Дьякон Петр из Воскресенской церкви. Прости, Господи. Теперь можете и прибить. Я искуплю! И упокой, Господи, душу раба Твоего Виктора. Господин Брагута был щедрым прихожанином. Не скупился на подарки и подношения. Было что отмаливать. Брось камень тот, кто без грехов. Вы приходили к нему несколько раз. Вряд ли речь шла о церковном профсоюзе. Господин профессор, вероятно, хотел спросить, не говорил ли господин Брагута такого, что помогло бы найти его убийцу? Я был его духовником. Отец Петр связан тайной исповеди. Брагута мертв. Но душа его жива. И она в аду. И вряд ли сможет предъявить нам счет. Вы, верно, давно не причащались, сын мой. В устах ваших скверно. Посмотрите на свои руки, батюшка. Они в крови. Убийца был не один. Своим молчанием вы ему помогаете. А значит, вы тоже убийца. Аркадий Гаврилович. Я узнал тебя, змей. Прочь от дома Господня! Боюсь, ладан меня не берет. Пойдемте, профессор. Скоро земля развернется под вашими ногами, святой отец. И храм ваш разрушится, потому что он построен на лжи и ханжесы. Мы говорили о венчании! Брагута собирался жениться. На ком? Не знаю. Как же мне надоели эти проповедники чудесного будущего при жизни и после нее. Если только попечительский совет узнает, а им нужен только повод и выводать собственными руками. Зато мы узнали о женщине, Фогель. Рассказал бы мне этот рыжебес о венчании, если бы я не послал на него проклятие. Боюсь, что земля скорее разверзнется под вашей персоной. Ведь можно было попросить ключ. У вас нет ни фунта авантюризма, мой друг. Что мы ищем? Что-то, что подскажет нам имя избранницы Брагуты. Возможно, кольцо?
Он расплатился у ювелирной лавки, заказал кольцо, и на нем, возможно, есть гравировка. Отлично. Пойдите в лавку, найдите кольцо. Я постараюсь еще раз стряхнуть шпика. Может быть, он что-то вспомнит на свежую голову. Что? Это бесполезно. Тела нет. Убийство без жертвы. В чем смысл? Фогель, дайте мне шанс. Я и так наломал дров. Хочу хоть что-то исправить. Ведь у Браготы была стенка. Сейчас 4-й час ночи. Когда вас это останавливало? Прошу прощения за поздний визит. Скорее ранее. Чего вы хотите? Брагута собирался жениться. Нет. Да, он обсуждал этот вопрос со священником. Вы часом не знаете, кто была его избранница? У него не было женщин. Почему? Виктор Леонидович много работали. У него попросту не было времени на личную жизнь. Ясно. Кто-то из них двоих врет. Или Остенко не знает. Или она врет. Покажите Брагуту! Мы хотим видеть тело! Полиция скрывает правду! Мы хотим видеть тело! Полиция скрывает Господа! Господа! Неужели вы не понимаете, что ваш Брагута просто мошенник? Он же вас обманывает! Аркадий Гаврилович. Он даже после смерти устраивает свои трюки! Откройте глаза, господа! Позвольте! Аркадий Гаврилович! Профессор! Ну прекратите! Аркадий Гаврилович! Аркадий Гаврилович! Аркадий Гаврилович! Профессор! Допустите вы! Это было смело. Хотя и глупо. Благодарю, Казбек. Так и знал, что эти фокусы не обошлись без вашего участия. Так, значит, Брагута. Почему он? Вы думаете, это я его убил? Зачем мне избавляться от человека, который льет воду на мою мельницу? Тогда кто? Полиция. Он раздражал многих. Где тело? Скажите лучше вы мне, как такое возможно, что в отчине самого господина полицмейстера никто не заметил похищения? Нет ни одного свидетеля, что тело вынесли. А может быть, дело в том, что никакого убийства и не было? Садитесь. Я постою. Садитесь, садитесь. Хотите, открою вам тайну? Брагута жив. И завтра во всех газетах опубликуют его письмо. Он расскажет в нем, как полиция преследовала его, как ему удалось спастись, пустив слух о своей смерти. И он был вынужден скрыться за границей. Живой Брагута объединил сотню людей. Мертвый поведет за собой тысячи. Что вы затеяли? Хотите показать властям, кто в городе истинный хозяин? Вы знали про татуировку.
Брагута не тот, за кого себя выдавал. Мы все не те, кем хотим казаться. Что вы хотите от меня? Ничего. Просто спас вам жизнь. И решил, что взамен могу рассчитывать на приятную беседу. К тому же, это ведь вы обнаружили татуировку, а заодно и прошлое Брагуты. Тем самым заставив меня волноваться. Но, как по мне, вышло даже лучше. Кто вам рассказал про татуировку? Мария? Может быть, Мария. А может быть, ваш ассистент. Вы, кстати, знаете, что он докладывает о вас в попечительский совет? Фогель ничего не знал про татуировку. Вы уверены? Он любопытен. А это то качество, благодаря которому люди знают больше, чем мы о них думаем. Платов Андрей Андреевич. Купец первой гильдии, промышленник. Заигрывает с левыми. Это он наш кукловод. Его люди похитили тело. Хорошо, я прикажу его арестовать. Это бесполезно, Григорий Андреевич. Завтра во всех газетах будет опубликовано письмо живого Брагуты, якобы скрывающегося за границей от преследования жестоких властей. И нам этот снежный ком уже будет не остановить. Вы что конкретно предлагаете, Аркадий Гаврилович? Найти тело. Поздравляю вас. Я этим занимаюсь все последние сутки. Вы ищете похитителя. А что, если похищения не было? Как это? Платов тщеславен. Ему доставляет особое наслаждение то, что тело как будто бы исчезло. Он сказал, что никто не видел, как тело покинуло полицейский участок. Почему он так в этом уверен? Потому что тело не покидало полицейский участок. Молодец, Фогель. Ну, знаете ли, а запах? То есть оно же разлагается, такое невозможно не почувствовать. Формалин. Он консервирует процессы разложения. Прошу вас. Да. Спрятать тело в статуе правосудия. Надо сказать, Платову не откажешь в чувстве юмора. Но по мне это кощунство. А вам двоим, похоже, нравится эта игра? Нам двоим? Да. А почему тогда Платов разговаривал с вами об этом? Потому что это я разболтал про татуировки. Вы? Тело похитили из-за меня. Еще немного, Аркадий Гаврилович. И вам бы пришлось признаваться в этом на моей могиле. Тело отнести в прозекторскую, сделать много фотографий и отправить в редакцию газеты. Пусть немедленно напечатают статью вместе с показаниями этого смотрителя арестантского отделения, в котором отбывал наказание этот мошенник. Мы так и не нашли убийцу Брагуты. Вы меня очень расстроили, господин Фогель, очень. Я понимаю, профессор умеет очаровывать, но у нас с вами был уговор. И, как мне кажется, пришла пора его выполнить. Не хотелось бы ставить вопрос ребром, но в ваших интересах сделать этот выбор немедленно. Через час заседания кафедры. На повестке дня положение господина профессора в стенах этого университета. Скажу вам прямо, оно крайне шаткое. Господина профессора поддерживает полицмейстер. Господина Чудакова сняли с должности сегодня утром. Я не знал. Полагаю, что здесь не обошлось без профессора. Вот так он платит за преданность и дружбу.
Вы мне очень симпатичны, господин Фогель. Оттого говорю все как есть. Потому что хочу вас спасти. Выступите против профессора. Все равно он здесь не останется. А у вас будет шанс получить место младшего сотрудника кафедры медицины. Ваше решение. Распахнитесь, врата для страждущих. Здесь довольно мило. Профессор, снимите шляпу. Меня уволили из университета. Меня тоже. Какое совпадение? Аркадий Гаврилович, я должен вам признаться. Совсем нет, мой друг. Я тот бог, которого не интересуют тайны смертных. Попечительский совет вынуждал меня стучать на вас. Но вы ведь ничего им не рассказали. Этот бес, Петр Дьякон, настрочил жалобу в Синод, и понеслась. У меня есть приятель в Совете. Так вы все знали с самого начала? Возможно, дело и не в дьяконе. Господина полицмейстера сняли с должности. Я знаю. А вы с ним виделись? Зачем? Сказать, что я ему сочувствую? Как? Вы узнали про татуировку, нашли тело. А благодаря разоблачению прошлого Барагуты восстание в городе удалось погасить. Да. За такое обычно дают ордена. Но не в этот раз. Что вы собираетесь делать? Не знаю, может быть, открою частную практику. Или ветеринарную, больше пользы. Но никаких расследований. Профессор, если вам понадобится ассистент, я готов вам выслать свои рекомендации. Мне как раз нужны деньги за комнату платить. Это мой велосипед. Да, ваш преступник, видимо, исправился. Вы его вернули? Но как? Пообещал награду за возвращение. Между прочим, он достался мне в 2 раза дороже, чем того стоит. Спасибо, профессор. Профессор? Пожалуй, пойду пройдусь. Ручку целовать не буду. Знаю, вы это не любите. Профессор, мне нужна ваша помощь. Я готов. С чего начнем? Мы так и не нашли убийцу. Тогда это не ко мне. Вам все-таки надо в полицию. Полиция считает, что убийца Платов. Раз его люди похитили тело, значит и убийство совершили они, но это не так. Мне все равно. Профессор, это я рассказала Платову про татуировку. Мне абсолютно это безразлично. Настоящий Брагута работал на участке железной дороги, принадлежащей Платову. Выходит, что он с самого начала знал, что нынешний Брагута не тот, за который себя выдает. Профессор, я прошу не ради Платова. Посыльный до сих пор сидит в полиции. Только теперь его обвиняют еще и в политическом убийстве. Вы уходите? Да. Не вижу перспектив. У меня есть сведения по каждому из дел, в котором обвинялся Остапов, он же Брагута. О, боги, зачем я это сделал? Что? Позволил вам сесть в свой экипаж, когда за вами гналась полиция. Лаврентьев Владимир Феофанович, купец. Остапов, будучи адвокатом, взялся его защищать на спорной сделке в суде. Однако договорился с ответчиком и в результате долгой тяжбы начал доить их обоих. Во время убийства был в Архангельске. Вот еще. На этапе Остапов обыграл карты одного из каторжан. Между ними завязалась драка, и тот каторжанин лишился глаза. От чехотки умирает в Нерчинске. Я все это читал. Но все-таки что-то пропустили. Медников, парикмахер. Страдал профессиональной астмой. Продал парикмахерскую, все деньги доверил Остапову. А, нет, этот уже умер. Что вы сказали про астму? Ею болеют парикмахеры из-за того, что постоянно выдыхают мелкие частицы волос. Я это читала, профессор.
Едем в гостиницу. Я знаю, кто убийца. Здравствуйте. Думаю, что это кольцо предназначалось вам. Когда мы виделись в первый раз, вы сказали, что у господина Барагута внезапно открылась астма. Вы не доктор. Однако знали, что морской воздух ему может помочь. Мой отец страдал от астмы. Я хорошо знаю, что это такое. Ваш отец. Совершенно верно. Тот самый парикмахер, которому пришлось продать свою парикмахерскую. Когда мы искали жертв махинации Остапова, мы не учли того, что могут быть жертвы косвенные, например, дети. Моя мать умерла в родах. У меня никогда никого не было ближе отца. Когда он заболел и продал свое дело, он очень переживал. Но у него была надежда, что на вырученные деньги он сможет дать мне хорошее образование, чтобы я не нуждалась. И тут появился Остапов. Он обещал умножить сбережения отца всего за год. Мне было тогда 12 лет. Он был очень мил и обходителен. Отец доверил ему все свои деньги. И так до конца жизни верил в то, что Остапов вернется, отдаст все, что взял, даже больше. Оставшись в нищете, отец долго болел. После его смерти меня забрала к себе тетка. У нее не было своих детей, зато было 5 собак. И скажу только, что к собакам там относились гораздо лучше. Как вы нашли Барагут? Случайно. Я от тетки уехала в Петербург. Добровольно помогала одному из профсоюзных подвижников. А потом я встретила его. И узнали? Не сразу. Прошло более 10 лет, он так изменился. Да и я тогда была девочкой. Вы сблизились? Да. И это оказался совсем другой человек. Чуткий, внимательный и заботливый. И он помогал всем, кто к нему обращался. Я усомнилась. Потом поверила, что ошиблась. Но в тот день... Эта песня, она меня преследовала во всех моих детских кошмарах. Я боялась ее больше, чем 5 собак. И вы убили его? Да, я не жалела. Однако, если он и вправду изменился, а если он тоже знал, кто я, и все, что он делал позже, это попытка заслужить прощение. Думаю, что сегодня вечером полицейский отпустит посыльного. Спасибо, Аркадий Гаврилович. Не планируете ли
сменить профессию, я мог бы обучить вас всему остальному. Вот как? Не вижу перспектив. И все-таки вы раскрыли убийство. Что поделать? Такой уж я человек. Не люблю, когда страдают невиновные. Вы тоже молодец, Фугель. Нашли улику. Кольцо. Вы сделали это ради нее, профессор. Вам стоит пересмотреть свое отношение к журналистике. Не все, кто ею занимаются, отпетые негодяи. Согласен, иногда попадаются очень хорошие барышни. Этот трюк я узнал в одном шапито, когда был мальчишкой. Нет, за его разгадку я отдал все свое сбережение, профессор. Почему вы мне раза не показали? Вы были слишком самонадеянны. Вам письмо, господин профессор. От Платова. Это чек. За что? За то, что я спас его от тюрьмы, найдя убийцу. И почему у меня такое чувство, что это совсем не то, чего я бы хотел?